К тенденциям длиною в 1 год. Это традиционный слайд. Мы видим, что в декабре, вернее, в январе 2025 года $705 за квадратный метр. Напомню вам, что это у нас жилая недвижимость, класс социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине, Одесса не исключение. Также видим, что в январе 2026 года $735 за квадратный метр и в годовом измерении рост 4,26%. Также, друзья, я и компания Alim Consulting готовим индексы рынка недвижимости. И вот на примере индекс жилой недвижимости, вторичный рынок, социальное жилье, показываю указкой, он также положительный, единичка, запятая 0,43. Давайте немного саморекламы. Во-первых, расскажу, что такое индекс. Индекс недвижимости – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости во времени. На примере показываю. 735 делим на 705 и получаем рост в годовом измерении процентах 4,26%. Или же вот этот положительный индекс единичка, запятая 0,43. Друзья, я знаю, что фокус-группа людей, которые меня смотрят, это люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это управление по рискам или риск-менеджменту, в разных банках по-разному называется. Так вот, люди данной профессии очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, кто знает, как меняется стоимость квадратного метра недвижимости во времени. И на примере одного всего лишь, так сказать, класса социальное жилье, это вторичный рынок, показываю вам, как меняется стоимость квадратного метра во времени. Поэтому, друзья, синергия наших знаний, она поможет и помогает на самом деле. Мы работаем с крупными банками Украины и с зарубежными банками. Поможет вам, в общем-то, в ваших бизнес-процессах, а мне поможет дальше заниматься наукой. И компания Leap Consulting также, в общем-то, работать на рынке консалтинговых услуг. Так, друзья, запомнили, что на 4,26% за год подорожала недвижимость. Давайте перейдем к следующему слайду. Здесь я хочу просто сравнить два рынка. Рынок, рынок предложения для продажи, да, и рынок аренды. Здесь, значит, вот этот слайд, я уже его вам показывал, я просто его переместил. Видим, что на 4,26% по предложениям, то есть квартиры выставляются для продажи, мы исследуем предложения. В годовом измерении показал нам 4,26%. Вот здесь тот же самый сегмент рынка недвижимости, социальное жилье. Сравнивая, здесь мы делаем поквартально, но видим, что я сравнил декабрь 2025 года с декабрем 2024 года. В среднем, вот если вы посмотрите красная строка, то 4,65% рост в годовом измерении. То есть мы видим, что стоимость, причем я просто не сомневаюсь, что дальше будет снижаться стоимость квадратного метра по предложениям. То есть практически мы видим, что сравнялись показатели как по аренде, так и по продажам, по предложениям квартиры, которые выставляются для продажи. В общем, это достаточно интересный факт, вы можете его зафиксировать, который, в общем-то, нам показывает, как ведет себя рынок недвижимости в сегменте предложения, выставленных для продажи, так и аренды. Так, друзья, что еще? Наверное, все, да, наверное, все. Давайте остановим показ слайдов. Смотрите, перейдем к прогнозам. Мы с вами 4 целых, сколько там годовом измерений, класс социальное жилье показало рост 4,60% в годовом измерении. Я предполагаю, что все-таки, друзья, вот
Делаем краткосрочный прогноз до конца первого квартала 2026 года, что все-таки будет снижение, ну где-то не больше 1% в месяц, но я думаю, что вот февраль месяц, может быть, даже будет 0,5%, но все-таки мы увидим на вторичном рынке снижение стоимости квадратного метра. Я предполагаю, что по проценту. То есть сейчас в годовом измерении 4%, через 2 месяца мы отнимем 2%, будет положительная динамика роста всего лишь, когда мы будем сравнивать март 2026 год с мартом 2025 года, будет рост плюс 2%, но динамика уже будет, друзья, отрицательна, то есть мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра по всем сегментам рынка недвижимости. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости, вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить, а еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или же картой путеводной в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.